Друзья, всем привет! С вами Таня. Сегодня мы с вами приготовим очень необычный, нежный и вкусный торт без выпечки. Готовится очень необычным способом. Итак, приступим. Для этого в кастрюлю вливаем небольшое количество молока, около 200 мл. Всего для молочного слоя нам понадобится 600 мл. Итак, я влила 200 мл молока, добавила 150 граммов сахара. Добавляю 3 столовые ложки крахмала. Крахмал может быть любой, картофельный или кукурузный. У меня картофельный крахмал. Хорошенько перемешиваю, чтобы разошлись комочки крахмала. И далее добавляю 1,5 столовые ложки муки. Еще раз хорошенько перемешиваю, чтобы разошлись комочки муки. И далее добавляю оставшееся молоко. Всего я добавила в кастрюлю 600 мл молока. И теперь сразу же подготовим все ингредиенты для шоколадного слоя. Для этого в отдельную кастрюлю я вливаю небольшое количество молока. У меня это примерно 200 мл из 600 необходимых. Далее добавляю 2 столовые ложки крахмала, 150 граммов сахара. Все хорошенько перемешиваю, чтобы крахмал немного растворился и не было комочков. Далее добавляю 1,5 столовые ложки муки. Еще раз все хорошенько перемешиваем, чтобы разошлись все комочки муки. И также добавляю 2 столовые ложки какао. Еще раз все хорошенько перемешиваем. Какао немного растворилось. И теперь я добавляю оставшееся молоко. Всего в эту кастрюлю я влила 600 мл молока. Все хорошенько перемешиваем. И теперь отправляем на огонь. При этом отправляем обе кастрюли на небольшой огонь вариться одновременно. Это очень важно. Нужно массы варить одновременно. Кстати, в белую молочную массу вы также можете добавить ванильный сахар по вкусу и по желанию. Итак, я на небольшом огне нагреваю обе массы, при этом я их обязательно постоянно помешиваю, потому что крахмал и мука могут схватиться комочками, также могут осесть на дне и подгореть. Поэтому будьте внимательны, не отходите от плиты. Огонь должен быть небольшой, обязательно постоянно помешивайте. В процессе нагревания обе массы начинают густеть. Если вдруг в процессе нагревания образовались комочки, ничего страшного. В последующем можно просто перебить блендером обе массы или пропустить через сито для того, чтобы избавиться от лишних комочков. Поэтому не переживайте, если вдруг у вас такое случилось. Итак, обе массы у меня закипели, и опять же постоянно помешивая на небольшом огне, провариваю их еще 3 минуты. Итак, белая масса у меня проварилась 3 минуты, я ее выключаю. Шоколадная масса также у меня готова. Выключаем и сразу же будем готовить форму, в которой будем формировать торт. Обеим массам не нужно остывать, то есть мы будем формировать торт в горячем виде, потому что с остыванием массы будут еще более густые и будет сложнее формировать торт. Итак, для того, чтобы было удобно сформировать торт, я буду использовать 2 соусницы. И белую шоколадную массу я наливаю в каждую из них. Я подготовила белую шоколадную массу. Я буду использовать круглую форму. В данном рецепте нужна именно круглая форма. Я ее буквально чуть-чуть смазываю растительным маслом без запаха, буквально капелюшечку, для того, чтобы в последующем легко можно было нарезать и подавать порционно данный десерт. Теперь мы устанавливаем дно бутылки, которое я срезала от пластиковой бутылки. Она, естественно, должна быть чистая. Вот так вот переворачиваем на центр формы. И теперь из соусницы начинаем выливать сначала белую массу. Вот так вот она красиво стекает.
И сразу же сверху поливаем шоколадной массой. В результате образуется очень красивый и необычный рисунок десерта. И так чередуем все слои. На что хочу обратить внимание во время формирования десерта. Слишком мало не добавляйте каждой массы. Добавляйте достаточное количество, потому что чтобы были у вас такие вот ярко выраженные слои у готового торта. Поэтому наливаем достаточное количество как белой, так и шоколадной массы. Если вы видите, что с одного края, к примеру, меньше стекает массы, то вы можете вот просто на этот бок больше налить и таким образом отрегулировать, чтобы рисунок был равномерный и одинаковый. То есть формировать такой торт проще простого, очень легко и просто. И вот так вот я формирую торт. И после того, как массы у меня почти закончились, буквально осталось у меня еще несколько ложек, я очень аккуратно вынимаю бутылку. И вот что у нас получается. У меня осталось пару ложек белого и шоколадной массы. И теперь сначала я белую массу немножко выливаю, затем сверху шоколадную. И опять же чередуем в том же порядке, пока масса у нас не закончится. Так мы сформируем красивый рисунок в центре. Масса у меня все еще горячая, но после того, как она остынет, она будет более густая и в холодильнике окончательно застынет. Так что не дожидайтесь и формируйте торт именно в горячем виде. Итак, я выливаю оставшуюся белую и молочную массу. И теперь я еще с помощью деревянной шпажки продолжу рисунок для того, чтобы было красивое оформление. И вот так вот продолжаю рисунок от внешнего края к центру. Вот таким вот образом. Если хотите, можете не заморачиваться и выливать обе массы полностью на бутылку. Просто ее потом поднимаете и в центр аккуратно все массы стекаются и получится ровный торт. Ну вот мне хочется продолжить рисунок, чтобы получилось красиво. Теперь даю обеим массам полностью остыть до комнатной температуры. После этого отправляем в холодильник до полного застывания. Если спешите, можете отправить в морозилку, так будет быстрее. И в результате вот такой красивый аппетитный торт, десерт без выпечки, всего из 3 ингредиентов у нас получился. Как видите, и сверху, и по бокам просматриваются четкие слои, поэтому получился торт как снаружи красивый, так и внутри. При разрезе будут очень-очень красивые такие вот слои зебры. Так что, дорогие друзья, вот такой десерт нежный и легкий сегодня у нас с вами получился. Готовьте вместе со мной. Если понравился рецепт, обязательно оставляйте сердечко в комментариях. Мне будет очень и очень приятно. Спасибо огромное, что вы были со мной. Всем приятного аппетита и пока!